Всем привет! Есть у меня ноутбук Asus, который служит мне очень долго, порядка 8 лет. Сейчас он находится в плачевном состоянии, весь потрепанный и изношенный. Конечно, хотелось бы его восстановить, но пока что этого делать я не буду, а вот проблемы некоторые с ним решить необходимо, потому что он перестал запускаться. Хоть данный ноутбук и старый, но достаточно производительный. В нем установлен процессор Intel Core i3 старого поколения. Данный процессор может потягаться даже с современными офисными ноутбуками. Также в ноутбуке установлена оперативная память на 4 гигабайта, и поэтому этот ноутбук так важен для офисной работы. Давайте непосредственно вернемся к самой проблеме. Значит, при нажатии кнопки питания ноутбук перестал включаться. Изначально он включался при неоднократном нажатии на кнопку, то есть приходилось на нее нажать много раз с усилием, тогда только он включался. Ранее я подозревал, что в этом виноваты уставшие кнопки. То есть не только в кнопке питания, но также и в кнопках мыши. Они здесь уже не работают. Изначально тоже работали через раз. Все же здесь будет и не лишним посмотреть на зарядное устройство, как оно вообще работает. В общем, никакой реакции ноутбук не включается. Давайте обратим внимание на блок питания, и здесь мы можем наблюдать, что данный индикатор не горит, либо же горит через раз. Значит, проблема блока питания все-таки присутствует. К сожалению, из-за подсветки камеры здесь не очень хорошо видно. Кажется, что индикатор горит, но это всего лишь отражение, блик. Давайте проверим, присутствует ли напряжение на выходе на контактах блока питания. Для этого берем мультиметр, выставляем постоянный ток на 200 вольт. Так как блок питания выпрямляет напряжение, поэтому ток постоянный. Как видите, показатели на нуле. Давайте проверим целостность провода питания. Включаем мультиметр в режим прозвонки, берем вилку и прозваниваем. То есть кабель питания в порядке. Нам придется вскрывать блок питания. Я уже это сделал. Вскрывается он не просто, никаких винтиков здесь нет. Здесь клей. Внутри сразу же наблюдаю очень много окислов. Ну и сразу вижу проблему. Как видите, отпаялся провод. Пока греется паяльник, давайте проверим остальной провод на целостность. Провод прозванивается хорошо, значит, проблема только здесь. В общем, припаял провод настолько, насколько у меня хватило опыта. Паяльщик из меня так себе. В общем, опыта у меня мало. Но не в этом суть. В общем, припаял хорошо. За исключением, что это не очень эстетично смотрится. Ну да ладно, главное, чтобы работало. Сейчас до конца почищу все окислы. Уберу ржавчину и можно будет собирать и проверять. Как видите, я все собрал, зарядку уже подключил. Как видите, я специально отключил подсветку камеры, чтобы было видно, что теперь индикатор загорается. И горит достаточно ярко. Ну и для наглядности давайте проверим напряжение, когда блок питания в рабочем состоянии. 19 вольт. Как вы могли заметить, ноутбук запустился. К сожалению, также вы заметили, что кнопка сработала лишь со второго раза. Она тоже нуждается в ремонте. Ремонт оказался простейшим, ремонтировали мы блок питания. Кстати, очень сильно повезло, что не вышли никакие элементы блока питания из строя, поэтому все удалось очень просто. Я надеюсь, что, может быть, вам пригодится такое видео. Провел еще несколько тестов, ноутбук запускается удачно. Так же, как я уже говорил выше, я хочу его отреставрировать, то есть восстановить. Возможно, я сделаю это позже, и это будет интересный ролик, но мне нужна ваша поддержка. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр данного ролика.